Сегодня к Родьке пришла посылка. Это его подарок, который он Why did you not put that? он за свои деньги, которые мы подарили на день рождения, Там заказал, папулька лишний. да, заказал себе подарочки. Первое, покажи, Ручка, как что у тебя. Вот такой Я пошел научить. миниган. И еще одну. Да, Что тут так много вот таких? не знаю. Родька заказал себе дополнительные рельсы для его железной дороги. Сказал, что подойдут. Ну, посмотрим. Сам набор. Ну, это такой не настоящее лего. Это настоящий. Ну, такой лего-подделка, потому что на тему. Но лего-паровоз в официальном магазине с оригинальным лего, он стоит порядка 200, от 150 евро и выше. Поэтому мы купили, я не помню, за сколько я его полностью купила. Он был за 89. 89, может быть. Ну, в общем, все это у нас за посылку, где-то мы 100 евро он заплатил за дополнительные рельсы. У меня оставалось 45 евро. Ну, может, чуть меньше. Нет, где-то 80 евро, где-то так. Может, 70 или 80 за все. Ева лишается своих длинных волос. Давненько я не снимала ничего. У нас такой достаточно сложный период был. Вначале то я болела со своей анемией, плюс дети были дома 10 дней без продленки, и это было очень сложно. Буквально дней 5 назад, ну как раз в середине того времени, как они находились дома, Марк заболел так, что я была в шоке просто. Летом, похоже на грипп, температура под 40 была, все резко. В общем, 4 ночи я не спала практически. Первые 2 ночи это был вообще трэш. Но я к врачу не водила. Обычно я в этих ситуациях справляюсь дома и веду к врачу, если уже где-то после 5 суток никаких улучшений не происходит. Если у меня подозрение на то, что какой-то кашель плохой, тогда, да, нужно прослушать. А так, в принципе, у него заложен нос был, то есть сильнейший отек, красное, не сильно, но достаточно красноватое горло было. Но он на горло особо не жаловался. Первые сутки это была боль в животе сильная и головная боль. И температура поднималась, но я не поднимала ее, я не ждала, пока она поднимется к 40, то есть мерила было 39,1 где-то, но я старалась так где-то 38,8, 38,6 уже сбивать в зависимости по состоянию ребенка. Первые сутки ему было очень плохо, он мучился, ну, вообще 2 суток, в принципе. Я дала ему энтеросгель, потому что боль в животе – это последствия токсинов, то есть вирус умирает, организм борется, и самое тяжелое – это именно токсины, которые в кровь уходят. И они дают осложнения, они дают вот это все состояние гадкое. Помог ему потом со временем энтеросгель, чуть полегче стало, головная боль, ну, когда давала нурофен, или я чередовала нурофен с калполом, это ацетилсалициловая кислота, то ему было, конечно, легче. И компрессы, холодные компрессы. Первые сутки температура очень тяжело сбивалась, днем еще более-менее, а ночью даже до 3 часов не хватало. Вот буквально максимум 1,5-2 часа, но мне приходилось давать ему лекарства. То есть вот когда нурофен, он держал где-то часов, ну, днем часов 5-6 бывало держал, ночью нет. Вот я дам пару часов, и нужно давать уже следующий. Было очень тяжело. И когда температура вот поднималась 39, 39,1,
я его обтирала. Многие боятся этого, нет. То есть вот эти места, голова, подмышки, раскрывать, ну, в носочках я его раскрывала, обтирала, хотя он хотел укрываться, его все время знобило, но нет, для того, чтобы температура опустилась, нужно раскрывать. Потом снова вот так. В общем, первые сутки я спала где-то так 40-50 минут, он опять мама, что-то ему плохо. В общем, возле него была, потом постепенно получше. Вторые сутки тоже уже, ну, немножко уже хотя бы был перерыв, там где-то по 2 часа. Я отдавала ему только это, потом у него головная боль ушла, боль в животе ушла, чуть-чуть головной боли было, стало болеть горло. И я ему начала давать полоскание. Кстати, противовирусный. Не давала противовирусный, потому что, смотрю, большие скачки температуры, и как по последнему не работало. Здесь как бы противовирусный не продается, и из той информации, которую я изучала, противовирусная — это недоказанная эффективность, скажем так. Хотя были ситуации, когда детки были очень маленькие и были прям чуть бы не до судорожного состояния. Большие дозы противовирусного, но это еще попасть надо было, помогали. Но в данной ситуации я не давала. Но добавила потом, на вторые сутки я уже добавила, насколько я помню. Но вообще желательно сразу. Вот я что даю, это резистол. Капельки такие, вот их я даю для того, чтобы помочь справляться с этим всем. И плюс еще я использую, вот такой я использую паударка, можно другой фирмы, это трава муравьиного дерева. Я сама принимаю, когда чувствую, что заболеваю, вместе с витамином С. Плюс еще я для себя конкретно, но сейчас у детей у меня не было этого, цинк. Я сразу 2 таблеточки цинка. Ну, то есть первые сутки я была нормально, а на вторые сутки, в конце вторых суток я уже почувствовала, что мне было нехорошо. Вот эта паударка я себе даю, кору муравьиного дерева, себе по 2 капсулы и детям. Она хорошо вымывает токсины, помогает бороться с инфекцией. Первый день, как только он начал болеть, когда у него была температура пониже, сбивалась, я давала ему полоскание сода-солью. Он хорошо полощет, у меня, в принципе, все дети без проблем. Потом уже где-то на 3-е сутки, когда у него прям такая боль в горле появилась, ну, она и была, просто он не чувствовал, в начале температуры, оно все убирает, не чувствуется причину откуда, все с горла. И я ему делаю такие полоскания. Я нашла для себя давным-давно это средство, и хорошо помогает. И вообще при боли в горле лучше всего именно полоскание, потому что идет хорошая провокация, отделение этой слизи именно механически. Поэтому это нужно делать часто. И я использую такой набор трав из Украины. Шалфей, ромашка, календула, эвкалипт. Все. Вот эти 4 травы беру, это на 200 мл по 1 чайной ложке каждой травы, только пол чайной ложки эвкалипта. И кипяченую воду 3 минуты на медленном огне. Покипятилась, потом выключаю, полчаса она настаивается, процеживаю и вот таким раствором выполаскивать. Я делала себе, делала Еве, Марку. Еве у меня на первый, Ева на 2-й день стала жаловаться тоже, стала чувствовать себя не очень хорошо, наверное, тоже подхватила. Но я быстренько ей эти меры, сразу резистол, он часто в начале каждый, помню точно, надо посчитать в инструкции, уже забыла, то ли каждые 2 часа, то ли каждый час, то есть так вот накапывать по где-то около 20 капель, а потом уже 3 раза в день. И полоскание я делала, плюс вот этот же чай из паударка, и нурофен я ей таки дала, потому что у нее голова болела. Ну и, в принципе, вроде бы проскочили, я надеюсь. Ну и я тоже, в принципе, боролась, все делала.
нормально. Вот такие средства у нас лечения. Самое главное, питьевой режим. Очень много пить, он тяжело пил первые сутки. Я его уговаривала потихонечку. Но, в общем, первые 2 суток это нагрузка огромная на маму. Просто давать лекарства и ждать, что он сам по себе выздоровеет, нет. Тогда оно очень быстро уходит в какое-то хроническое, то есть осложнение, идет на бронхи или гайморит или что-то такое. Да, иногда и это не помогает, если очень какой-то такой специфический вирус. Но обычно, по моей практике, с самого детства, с 3 детьми, если хороший уход и днем, и ночью, выпаивать насильно, проветривать комнаты, в идеале влажная уборка. Не делала, конечно, я, у меня просто не хватало сил, потому что ночные спания, еще 2 детей, вернее, ночные не спания и 2 детей, это, конечно, нереально было. Но вот когда его полегче ему стало, то есть на 4-е сутки, 3 ночи, да, на 4-е сутки у него уже температура утром вообще ушла, то есть я ему в 4 ночи, допустим, дала, и ближе, нет, не утром, ближе к обеду у него уже нет температуры нормальная, и я сделала влажную уборку, перестелила постель, потому что и потел, и где-то чихи, кашли, это все, конечно, оседает на поверхностях, поэтому влажную уборку поверхностей, пол пропылесосила и поменяла постель. И он, конечно же, спал отдельно, все отдельно, ну, выходил, конечно, выходил в эту комнату, там ненадолго, я старалась его отсюда убирать, стараться, чтобы ребенок был изолирован. Насколько возможно, я его изолировала. Родька спал здесь, Ева, понятно, со мной. И вот таким образом уже на 4-е сутки уже лекарства не понадобились. У него уже так скакала температура 37,4 до 37,6, кажется, самое большее. То есть ему уже не требовалось. И он потихоньку, в принципе, уже на 2-е сутки он просил капельку еды. То есть я ему давала вначале рис, хорошо разваристый, потом чуть-чуть гречки. Уже где-то на 3-е сутки я ему яйцо дала. И так вот потихонечку хлеб с маслом, уже тост с маслом. И он кушал понемножку, поэтому сил прибавлялось. Первые 2 сутки он лежал как тряпочка. Вообще сил не было, вымотала его очень, особенно за ночь. Но мы справились. Сейчас посмотрим, как сегодня он уже выходит гулять. Вчера немножко его на 15 минут отпустила, как бы было вообще тепло. Сегодня вот, в принципе, уже гуляет. Температура была 36,9. Сейчас тоже меряю, посмотрю, как. Вот сейчас померили 36,9. То есть он уже пару часов, наверное, гуляет на улице. И все хорошо. В принципе, 36,9 не поднимается. Если бы поднималась, то я бы его не отпустила. Не знаю, как насчет завтрашней продленки. Посмотрю, как до вечера. Если вечером температура не поднимется и будет себя хорошо чувствовать, то тогда отпущу завтра на продленку, потому что я уже, конечно, на последних силах. Расскажите, какой у вас опыт лечения деток, что у вас какие-то свои способы быстрого выздоровления, ну, насколько это возможно. То есть я считаю, что это чудесно. Надеюсь, что ничем не осложнится. Посмотрим. В идеале, конечно, его еще денечек дома подержать. Ну, посмотрю, как будет. Потому что в Ирландии, конечно, доктора, к сожалению, по нашему опыту, очень редко везет на хорошего доктора. Все, что они говорят, ну, в принципе, это нурофен или любой из жаропонижающих, а еще любят очень антибиотик назначить. Кто-то говорит, не назначают, не дождешься. Здесь наоборот. Температура высокая, антибиотик. Какой антибиотик? Ни в коем случае. Даже если 5-е сутки температура не падает, я не даю антибиотик. Если кашель какой-то уже серьезный, и доктор прослушивает и говорит, тогда в редких случаях я давала антибиотик, но так в основном нет. То есть должно быть хоть небольшое улучшение. Если уже есть большие... Если есть уже большие перерывы
между приемом лекарств, значит, уже есть эффект. Поэтому потихонечку оно уйдет. Организм должен справляться. Еще я закончила уже свой курс дополнительный, который в помощь мне к работе. Моя хорошая знакомая помогла мне из Liège Partnership организовать мне такие курсы. Они вообще платные, но их оплатили для меня, еще для одной девочки, из тех, кого я знаю. И вроде бы еще для одного парня, но с другого города. Индивидуальная работа с учителем раз в неделю, часовая, и на платформе. И, в общем, учитель для моей специальности готовил специальные какие-то тесты, информацию, мы проговаривали какие-то примеры. Вот, допустим, ко мне пришел пациент, я ее попросила, я сама прописала, как я это вижу. Она, на что обратить внимание, и она мне подобрала такую информацию. Еще она давала книжку читать, но я отказалась сразу, говорю, мне на это нет времени, нет возможности, я еле это осилила. Конечно, я рассчитывала, что я буду уделять внимание намного больше, чем получилось, но вот так. Я и так отложила, получается, заболела, потом отложила, но опять то какие-то у меня проблемы со здоровьем, снова какие-то с детьми происшествия, вот ребенок болел, в общем, кое-как я закончила, конечно, информацию получила, все себе заскринила, мы пообщались, попрактиковались, это уже круто, потому что сейчас английского практически нет. Я вот дождалась, что уже тест прошла, но потом должны дать что-то типа сертификата. И сейчас я уже начинаю свой онлайн-английский снова, я делала перерыв на уровень B2. Конечно, не знаю, как это все это будет. Конечно, практики разговорной очень мало, и многое позабывалось. Конечно, сейчас очень сложный уровень уже пойдет. Но как-то будет. Что-то в любом случае получу. Буду стараться потихоньку вклиниваться в режим. Уже остался этот месяц, а потом уже с сентября начнутся уже основные курсы. И уже больше буду в английской среде. Всем пока-пока. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи в следующих видео.